Друзья, сегодня поговорим на такие темы. Как избежать проблем с захватом жилья. Поговорим об учебе в Испании. И поговорим, как легально и возможно ли это выращивать и продавать каннабис в Испании. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале вы задаете ваши вопросы в комментариях. Я ищу лучшего специалиста, лучшего профессионала, который может вправе отвечать и имеет полноценную информацию, чтобы ответить на ваши вопросы. Если ваши вопросы такие житейского характера, просто об Испании, которые не требуют поиска специалиста, профессионала, я на них сам отвечу в прямых эфирах. Ссылка на прямые эфиры будет под этим видео. Подпишитесь, это новый канал, подпишитесь на него, и я буду говорить, когда мы встретимся, и там можем поболтать с вами, вы зададите ваши вопросы уже мне, я сам вам на них отвечу. Но сегодня на ваши вопросы отвечает юрист, адвокат из города Аликанте Марьяно Виноградов. Марьяно, добрый день. Добрый день, Алекс. Джон задает. Доброго дня, прекрасный контент. Спасибо, Джон. Вопрос, как дела с Окупас? Хочется купить и иногда приезжать, но истории с захватом пугают. Потому что сейчас вот полно всякого вот этой вот информации о том, что захватывают и живут, потом их не выселишь. Вот что с этим делать? Ну, уже даже государство, тоже и министр тоже говорят каждую неделю об этом, о новый закон. Пока ничего не изменилось. Я все-таки считаю, что в Испании выгодно, и что и Окупас процент это минимальный, что это случится. И можно принимать некоторые меры, которые мы уже обсудили в других программах. Мы уже говорили, что вы будьте подготовлены к этому, делайте сигнализацию, не такие уж она больших денег в месяц будет стоить. И, скажем, есть сигнализация, кто-то залез к вам, сразу приезжает полиция по вызову, сразу приезжает полиция. А так как они только что залезли, это не Окупас, это они классифицируются как воры, да, просто проникшие в дом, это не Окупас, поэтому их сразу за шкирку и сразу полиция увезет. Вот такие вот, просто подумайте, как превентивные меры, да. Потом не покупайте жилье там в каких-то там неблагополучных районах, потому что там, вот, где очень много живет цыган, например, они семьями живут, вот вы купите весь дом, живут цыгане, и одна квартира продается очень дешево, вам риэлторы, а я их обожаю, риэлторов, они, в кавычках, они вам расскажут, какая красивая цена, смотрите, и какое место, почти центр города. Вы верите, покупаете, живете месяц, потом уезжаете к себе в страну, на следующий же день эти соседи взламывают, и они там живут семьями. Потому что весь дом цыгане там живут, или какая-то другая вот это. Поэтому смотрите, свой мозг включайте и советуйтесь с разными людьми, да, кому вы доверяете. Просто смотрите, что за зона. И, естественно, если дешевая квартира, но это на что-то как бы наталкивает. Это почему-то, да, не потому что широкой души человек вам хочет дешево продать хорошую недвижимость. Да, согласен. Мария Михеева. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Испании колледжи, вузы, профессиональные курсы по направлению повар-кондитер, чтобы по окончанию был диплом, на основании которого есть возможность найти работу? Да, в Испании есть много, каждый город, каждая провинция в Испании вообще имеет курсы по кондитеру и разные сроки, там за год, за 2 года, кондитер, повар, кухня от какой-то континент, мир, страна в мире, есть много, надо просто поискать и сравнивать. Я знаю, например, Мастер Д, там есть много курсов по этот сайт. Там есть много, мы должны в Google или Яндекс искать, есть много. Но на что обратить внимание? Вот я, например, слышал, что есть курсы, которые, они как бы не homologированы, да, государством. То есть просто я вот взял, мне вот захотелось открыть курсы там русского языка, да, среди испанцев. Но эти курсы, они как частная школа у меня будет. Этот диплом, который я разрисую, который такими будет очень красивый, огромный диплом, который я своим ученикам буду давать, он ничего не значит. С этим дипломом он, Филькина грамота. То есть как-то можно вот... Да, насчет кондитер и в кухне это
это опыт, это количество Больше часов, да, это не как чиновник или другие образования, которые требуются там, ну, университет или диплом. Это вы будете работать в частной компании. Частная компания будет смотреть, чем вы специализируетесь, да, и сколько умеете, часов, реально. что вы можете делать. Вы будете готовить, наверное, там люди, и они будут видеть. Поэтому это не... Скорее всего, это как компьютерщики, да, вот IT-специалисты. Придет IT-специалист, как бы, например, да, у которого там куча дипломов, что он закончил это, ему скажут: садись, напиши программу. И он ничего не может сделать. Да. А если придет, вот это сейчас молодежь, сейчас новое поколение, там есть ребята там в 18 лет, в 17 лет пишут такие программы, которые вообще хакерами становятся. Такого пацана, такого молодого человека или девушку возьмут вот так. Она сядет: у меня нет дипломов, но я прямо сейчас, хотите, вас все ваши ошибки на вашем сайте покажу, ваши дыры и уязвимости. И ее сразу же без всяких дипломов. Также и специалист по кондитеру, он скажет: смотрите, сейчас такие вам конфеты сделаю. Я вам просто продемонстрирую, что я могу. Если понравится, какая разница диплом, если вкусно. Конечно, кому это надо. Так что, если у вас есть уже какой-то опыт в вашей стране, приедете. Язык самое главное. Более того, вы будете там первый месяц, как они вам могут уволить. Первый месяц вы не будете иметь контракт. Они в гостинице и все эти компании, рестораны, которые принимают кондитер или повар, вы будете там на тест несколько недель, значит, как практика. Да, как практика. Они имеют право это вам давать только контракт на месяц, на пару месяцев и смотреть, как вы готовите. Поэтому вот тоже. А вот интересно, вот у меня есть диплом, что я инженер-технолог пищевых продуктов. А в Мурсии есть завод, пиво они делают, да? Аламбра. Пивоварня, да. Пивоварня Аламбра называется. Да. Например, я могу туда прийти и сказать: вот у меня есть такой-то диплом, он подтвержден на Испании, и я бы хотел пройти у вас практику, бесплатную практику, чтобы у меня был документ, что я у вас проходил практику, чтобы, скажем, я потом искал работу в других предприятиях, там, пивоварнях других. Но на основании то, что у меня есть опыт какой-то. Вот. Можно тогда бесплатно? Бесплатно в Испании, можно, да, конечно, можно предлагать все, это свободный рынок, почему нет? Я не знаю, как каждая компания будет принимать такой... Чем я их заинтересую, да? Да. Михаил Штанников задает: добрый день. Вопрос: как легально выращивать и продавать каннабис в Испании? Какие нужны лицензии и как ее получить? Видел в Барселоне много кофешопов, которые называют себя клубами. Что нужно, чтобы открыть такое заведение? Благодарю за ответ. Михаил. Да, но это клубы, которые... Он говорит насчет там общие клубы, которые ты платишь ежемесячно, там маленькие деньги, ты там куришь чуть-чуть, по-моему. Но это не магазин, чтобы для продажи это еще не разрешено. Они говорят об этом сейчас именно власть, чтобы видеть новый закон они смотрят, как в Калифорнии и в Канаде, это возможно, это все легально уже. И наши депутаты, пока, я думаю, в следующий год еще не будет такой закон, который... Но в Барселоне-то они есть такие? Да, но это не магазин, это просто там клубы. Клуб, это я знаю, это клуб по интересам. Там не просто такой... Вот, то есть, если вы приходите, у вас берут ваши данные, и вы как бы становитесь член этого клуба. Но он считается закрытый клуб. Да. Он получается, знаете, это как публичные дома в Испании. А это наполовину легально, наполовину нелегально. То есть по документам вроде бы легально, но не совсем это все легально. Да, но они не продают на людей. Нет, они на вынос не продают, но там-то они курят. Да, они курят. Они собираются, им нравится, например, покурить. Вот. Но это Но это не бизнес. Это, я думаю... А выращивать, по-моему, для человека в Испании можно 2 куста, по-моему, насколько я знаю. На человека, как для личного пользования. Да, это легально, минимально. Но на продажу нет. На продажу это уголовное преступление. Да, не можно вырастить там дома и посадить. Это не выращивать, не продавать это нельзя. Но они где берут? Вот эти вот клубы где берут? Где берут? Вопрос на засыпку. Не знаю. Где-то берут. Не знаю, где-то берут, но
Не знаю. Ну, можно иметь там маленький, каждый член может иметь. Может быть, у них в правилах написано, что каждый приходит, становится членом и свое приносит. Да. И просто клуб предоставляет помещение, да, как клуб по интересам там шахмат. Да. Вот, а они приходят, курят там со своим. Может быть так. Я, честно, не знаю. Приветствую, Максим Веселовский. Приветствую, очень нравится ваш канал. Спасибо, Максим. И у меня есть вопрос, в котором хочется полностью разобраться. Меня интересует ВНЖ, но аутоному. Заниматься планирую сдачей в аренду собственной недвижимости. Также хочу купить лодку и предлагать туры. Также хочу позже купить землю, построить ферму и заниматься разведением птицы, кур, индейки, перепела и прочее. Для продажи на мясо. По визе D не хочу ехать, чтобы не замораживать деньги и чтобы сразу начать работать. Также аутоному интересует с точки зрения сокращения налоговой базы, так как 24% это очень много. Но какие условия и тонкости, никто толком не рассказывает. Спросите у Марьяны, пожалуйста. Если он хочет начать с права на работу, он должен выбрать какой деятельность. Не 3 или 4, это будет выглядеть мутно перед чиновником, который будет смотреть его документы. Я бы решил, и потом он может, второй год уже можно открыть там 2-3 бизнеса одновременно. Это да, ну, когда подаешь документы, я бы только решил один и делал бизнес-план на одну деятельность, чтобы это стало легче пройти тут и получить ВНЖ с права на работу. Но ВНЖ по аутоному же не дадут ВНЖ только потому, что вы хотите стать аутономом, да? Он хочет стать аутономом, видимо, подать там в консульство. И можно, не надо открыть бизнес, не надо открыть ООО, чтобы переехать сюда. Можно сказать, я хочу как личный человек начать этот бизнес, ИП, да, и частный предприниматель, аутоном. Хорошо, но все-таки он должен выполнять другие условия. Там могут бизнес-план писать, чем вы будете заниматься. Если он пишет, там, я буду заниматься и мясо, и лодка, и тур. Ну, можно. Если есть большая инвестиция, можно, в принципе. Но если у него нет больших денег или помещения, где он будет и не будет нанять там разных человека, он не пойдет. Просто поэтому я думаю, лучше первый год, в первую очередь, только одна деятельность. А потом можно туда вписать. И потом насчет вопроса налога. Он не будет, наверное, платить никакой налог первый, второй год, потому что не будет, наверное, большой прибыль. И если он будет аутономом, это не будет 24%. Аутономом это идет по прогрессивной таблице. Если там есть мало прибыли, он будет платить меньше, чем 20% от прибыли. Надо там вычитать там все расходы, которые есть в каждом бизнесе. Поэтому надо обратиться потом в бухгалтер. Ну, в принципе, я не бы пугался. Но тут надо найти хистора просто хорошего, который... Да, бухгалтер, хистор, да, конечно, чтобы все ваши расходы вычитали и вам рекомендую, как лучше установить структуру бизнеса, чтобы платить потом меньше налогов. Значит, в своей стране что ему делать? Он подает документы в консульство Испании и просит, какие документы предоставить для того, чтобы получить ВНЖ. Он должен предоставить все документы по его бизнесу. Испания ищет по эти документы, и это будет влиять на нашу испанскую экономию. Если он будет тут нанят безработники, влияет на испанскую экономию, хотя маленький там процент, это что они ищут. Не надо инвестировать такую сумму или только этот бизнес, можно влиять по разным образом. И не надо тоже открыть помещение, можно даже в принципе от дома работать. Но если это влияет на экономику, и вы будете там принести деньги в Испании, это надо доказать. Как? Не надо это первый год сразу, можно это через 2-3 года, если есть бизнес-план, и объясняешь как. И другие... Короче, правильно надо составить бизнес-план. Вот. И заинтересовать... испанское консульство. Что вы будете продать? Как? Маркетинг? Какой город, регионов? Потому что они будут смотреть, если вы будете открыть парикмах, и тут уже есть столько парикмах, они откажут. Вы должны там приехать, наверное, в Испанию заранее, следовать тут, посмотреть, сравнить, и что нужно, и где.
И потом объяснить это в бизнес-план, чтобы уговорить чиновника в иммиграционную службу о том, что это получится. И не будете обанкротиться через полгода или год. Друзья, вот на сегодня все вопросы, на которые отвечал Марьяно. Благодарим его, большое спасибо за сегодняшний день. Я вам всегда напоминаю, не забывайте подписываться на канал, потому что это помогает продвижению. Ставьте лайки, то же самое. Пишите ваши вопросы. И если у вас есть вопросы ко мне, на прямых эфирах можете их задать. Ссылка на канал, тоже на который подписывайтесь, и где я буду делать прямые эфиры, будет в описании. Всем пока, хорошего настроения, у вас обязательно все получится.